Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, очень красивый, очень быстрый и бюджетный пирог «Яблочная роза». Пирог этот делается буквально из самых простых и доступных продуктов. Он всегда получается. Пирог воздушный, нежнейший, очень сочный. Итак, сначала я подготовлю яблоки. Здесь я беру 2 кисло-сладких яблока среднего размера, режу их кубиком не менее чем 1 сантиметр, иначе они просто превращаются в кашу, если у вас яблоки не твердые. Так как у меня яблоки такие сладковатые достаточно, я поливаю их соком половины лимона. Здесь этого можно не делать, если у вас очень-очень кислые яблоки, но я делаю, потому что у меня яблоки не очень кислые. Теперь я беру 2 красных яблока. Это просто для внешнего вида. Вы можете, если у вас нет красных, можете обычные яблоки, зеленые брать. Я нарезаю их вот на такие дольки. Это я беру для украшения. Тоже их поливаю соком половины лимона. То есть, по сути, мне здесь понадобится 1 лимон. Все ингредиенты я напишу в описании. Накрываю их пищевой пленкой и отставляю в сторону. И готовлю очень быстрое тесто. 2 яйца среднего размера нам понадобится для теста. 8 грамм ванильного сахара, 80 грамм сахара и щепотка соли здесь у меня. И взбиваю примерно около 2 минут, дольше взбивать нет смысла, потому что будем добавлять разрыхлитель. Вот такая пышная масса у меня получилась. Добавляю туда сейчас 100 грамм йогурта. Йогурт у меня 3,5%, натуральный йогурт, без всяких ароматизаторов, подсластителей. Йогурт, конечно же, комнатной температуры. Добавляю туда сейчас 60 грамм растительного масла без запаха. Вы можете вместо йогурта просто 10% сметану добавлять. Все это просто перемешала, ничего уже не взбиваю. 180 грамм муки и 2 чайные ложки без горки разрыхлителя. Это примерно 6 грамм разрыхлителя. Просеиваю все это в жидкое тесто. Перемешиваю также миксером. Ничего лопаткой вмешивать не нужно. Добавляю туда яблоки, нарезанные кубиком. Все это смешиваю. Тесто немножко разжижится, естественно, от яблок. Это нормально. Форма у меня здесь 20 сантиметров в диаметре. Дно я застелила пергаментом. Стеночки формы я не выстилала пергаментом. Вы можете просто стеночки формы смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Я и этого не делала, потому что когда пирог остынет, он очень хорошо отделяется от стеночек формы. Теперь яблоки, которые я подготовила в виде слайсов, выкладываю вот так в виде лепестков розы на пирог. Можно их более тонко было нарезать, но я на скорую руку делаю так уже, как получилось. Убираю выпекаться при температуре 175 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции в моей духовке около 50 минут. Готовность пирога проверяем деревянной шпажкой, чтобы она выходила из центра пирога сухая и чистая. Пирог ароматнейший получился. Вы можете цедру лимона также добавить в пирог, в тесто, но я этого не делаю, потому что мне хотелось именно яблочный, такой очень вкусный домашний пирог. Когда полностью уже остыл пирог до комнатной температуры, я снимаю с него форму. Здесь можно, конечно же, посыпать сахарной пудрой, можно смазать абрикосовым джемом, чтобы пирог очень красиво блестел. Я этого не делаю, потому что он и так получился очень красивым, блестящим. Пирог нежнейший. Как в теплом, так и в остывшем виде. Очень-очень вкусный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.